Добрый день, друзья! Я Владимир Козловских. Это канал «Золото, валюта, богатство». Как вы, наверное, уже слышали, в США и Европе возник слегка сдерживаемый и тщательно замалчиваемый скандал по поводу того, что там не могут найти арестованные валютные резервы России. И это очень интересный момент. Общие золотовалютные резервы России в последний год-полтора существенно не меняются. Но в этом есть одна особенность. Дело в том, что экспорт нефти в последний год перенаправлен в основном в Индию и Китай. Причем он осуществляется в основном за юани и рупии. При этом у России колоссальное положительное торговое сальдо, как с обеими этими странами, так и общее. Поскольку размер резервов в долларах и евро из-за их якобы ареста не должен сильно меняться, то с очень высокой вероятностью вследствие увеличения остатков юаней, рупий и других валют, общие резервы России должны были ощутимо вырасти. Но этого не происходило. Это означает, что номинальное количество долларов и евро в резервах должно сокращаться. А как это может происходить, если эти средства должны быть арестованы? Я выскажу гипотезу о том, как это мог сделать наш Центральный банк. Начиная с 2014 года, после возврата Крыма в родную гавань, ЦБ России постепенно уменьшал остатки резервов государственных бумаг Штатов и Евросоюза. Судя по отчетам ЦБ, эти средства перемещались в коммерческие банки и негосударственные ценные бумаги. Казалось бы, какая разница? Наши жадные оппоненты могли бы арестовать эти деньги и там, естественно. Если бы это были депозиты, остатки на счетах или облигации этих коммерческих банков, то они были бы легко идентифицированы и заблокированы. Но именно по этому поводу несколько месяцев назад просочилась информация, что с этим у Штатов и Евросоюза возникли проблемы. Соответственно, там забулькал сдерживаемый и замалчиваемый скандальчик. Выскажу предположение о том, как наш Центральный банк мог обвести Минфин США и Еврокомиссию вокруг пальца. У меня нет никакого инсайда или достоверной информации, и все, что я по этому поводу сейчас скажу, это мое личное предположение, как аналитика и банковского специалиста по ценным бумагам. Но я бы на месте нашего ЦБ сделал бы именно так. Единственный способ того, как можно было бы скрыть несколько сотен миллиардов долларов и евро от блокировки, это векселя банков, в которых находились наши резервы. То есть, если наш Центральный банк размещал средства наших резервов в векселях банков, то арестовать эти средства было невозможно. Дело в том, что вексель существует только в наличной форме. То есть, если вексель какого-либо иностранного банка, например, из первой десятки, был приобретен нашим ЦБ, то он сразу, как реальная бумажка, перемещался в хранилище Банка России. Арестовать там его невозможно. Это может сделать только российский суд. Отменить каким-либо постановлением и решением этот вексель тоже нельзя. Единственное основание, по которому вексель может перестать быть векселем, но все равно останется долговой распиской, это нарушение его формы. Форма векселя очень простая и однозначно утвержденная. В этом ни один более-менее квалифицированный банковский специалист по ценным бумагам пролететь не может. Вексельное законодательство является международным. Оно регулируется специальной международной конвенцией, ратифицированной большинством стран еще в 30-х годах прошлого века. Она была ратифицирована в том числе и Советским Союзом. Вексельное законодательство чрезвычайно консервативно. Его особенностью является то, что судебное разбирательство по векселю максимально стандартизировано, укорочено, и решение по нему принимается максимально быстро. Помимо того, что вексель является ценной бумагой и по нему может начисляться доход, он в соответствии с законом в любой момент может быть продан кому угодно, без согласия должника. А также вексель является законным платежным средством любой сделки. Помимо этого, он может быть средством залога. В чем сила векселя? После того, как вексель был выписан, должник теряет способность контроля за его обращением. Кредитор может законным образом передать его кому угодно, не согласовывая это с должником и не ставя его в известность об этом.
При этом можно сделать так, что цепочка предыдущих владельцев будет неизвестна. То есть до тех пор, пока вексель не предъявлен к платежу, его законный владелец неизвестен. И им может быть кто угодно. После предъявления банк заплатит по своему векселю тому, кто его предъявил. Таким образом, вексель – это почти наличный, по которым еще и может начисляться доход. Деньги, которые были уплачены за вексель после того, как он поступил на счет банка, становятся собственностью банка. И отделить их от других денег невозможно. То есть их тоже нельзя заблокировать. Поскольку вексель является законным средством платежа, он, помимо прочего, дополнительно увеличивает эффективный объем денежной массы, то есть увеличивает инфляцию. А учитывая объем в несколько сотен миллиардов, это тоже нельзя сбрасывать со счетов. То есть, если наш ЦБ провел операцию с нашими резервами именно таким образом, то Штаты и Евросоюз никак не могут добраться до этих средств. Они даже не могут знать, у кого и по какому основанию эти векселя могут находиться. А часть из них вполне уже могут находиться, например, у компаний, которые уходят с нашего рынка и продают свои активы. Причем, заметьте, помимо того, что стоимость этих активов упала рыночным образом как минимум в несколько раз, а в некоторых и в несколько десятков раз, они обязаны продавать их еще и с 50% дисконтом. И не думаю, что они при этом готовы были отказаться при расчете за их активы от векселя какого-нибудь первоклассного западного банка. Выбор-то невелик. Или подождать неизвестно сколько, или взять вексель, по которому их же банк мгновенно заплатит. Полагаю, что такими же векселями могли быть произведены расчеты и за так называемый теневой танкерный флот. И еще за много чего другого, что нужно было России в последние 1,5 года спецоперации. То, что Штаты и Евросоюз заранее готовились арестовать наши активы, сомнений нет ни у кого. Об этом говорит скорость, с которой были приняты эти решения. То есть схема событий, похоже, была примерно такой. Штаты и Евросоюз, обманув Россию в Минских соглашениях, готовили военную провокацию в Донбассе. Наша реакция на это была заведомо им известна. Поэтому они заранее запланировали арестовать наши резервы. Полагаю, что такое шило в мешке утаить сложно. И развединформация у нас была. Вы же помните, какая первая профессия у нашего президента? Я предполагаю, что к часу Ч наш ЦБ львиную долю резервов перевел в векселя западных коммерческих банков, а некоторую часть оставил в гособлигациях, чтобы создать прецедент отказа от платежа нашим противникам. В итоге, если ЦБ и Минфин сделали все примерно так, то вместо наших денег Запад получил дохлого осла уши и феерический скандал из-за отказа платить по своим обязательствам. Именно этот отказ Запада платить по своим обязательствам сейчас и разъедает финансовую основу резервных валют. Причем пока они не въехали, что не могут добраться до наших денег, мы всячески им подыгрывали по поводу объема замороженных средств. Ну, типа, что весь мир хорошенько услышал, каков объем нарушения Западом своих обязательств. Даже Верховный лично сумму озвучил. С другой стороны, Запад своими гнусными намерениями по провокации нас на СВО и аресту наших активов насадил свои крупные компании как минимум на десятки, а может и на сотни миллиардов долларов, которые они потеряли при уходе с нашего рынка. Причем выход этот еще не закончен. Они еще пока могут сидеть как акционеры в нашем газе, нефти, металлах и финансах. А там в ВДРах на пике падения цены падали до 100 раз. Наверное, это намек и ориентир тех цен, по которым они будут выходить, если будут вести себя гнусно. Ведь количество векселей, которыми с ними будут рассчитываться, ограничено и постепенно уменьшается. Можно вообще не успеть. Если будет все примерно так, как я предположил, то в этом будет и некоторая справедливость. С одной стороны, рыночек порешал, как они и хотели, а с другой выйдут не партнеры из наших активов примерно по тем ценам, по которым заходили в них. То есть примерно по приватизационным. А далее нужно передать эти акции и доли в пенсионный фонд. Пусть увеличивают пенсии тех, кто эти активы своим трудом в СССР создавал.
Именно с такой схемой защиты наших резервов может быть связано загадочное поведение доллара в самом начале СВО. Сначала он собрался в небеса, но потом, когда стало выясняться, что вместо наших резервов нашему противнику светит дырка от бублика, а средства от продажи ими наших активов оказались в рублях на счетах типа С, противник приуныл. Ведь это значит, что чем ниже будет доллар к рублю, тем больше долларов они смогут за эти рубли получить. Но игра продолжается, и еще много активов осталось, в которых мы теперь не заинтересованы, чтобы в них находились так называемые иностранные инвесторы. Единственное, как можно эту схему разрушить, это убить банки, которые выписали нам эти векселя. А это невозможно. Это крах всей системы. Но, может быть, наверное, падение нескольких западных банков недавно как раз отголоски от этого. И с этим могло быть связано. Второй вариант противодействия этой схеме – это попытаться нанести нам военное поражение. И теперь становится понятно щедрость Запада в финансовой поддержке известно кого и известно где. И это реальная причина, за которую гибнут украинцы. И никакая незалежность здесь ни при чем. Если наш ЦБ и Минфин все организовали примерно так, как я предположил, то для сгущения тумана войны и прикрытия руководителей необходимо было организовать их бешеную критику в информационном поле, что, в общем-то, мы и наблюдали. Благо дурачья, желающего покритиковать власть, у нас достаточно. Ему даже платить не нужно. Релацироваться и орать они и так готовы. Заодно сами бесплатно отметятся в списке неблагонадежных идиотов. Если все примерно так, как я предположил, то начальников ЦБ и Минфина в таком раскладе нужно секретным приказом наградить орденами. Как ситуация развивалась на самом деле, мы узнаем лет через 20. А может быть и вообще не узнаем. В прошлом ролике доллар, рубль, золото, нефть, прогноз на 2-3 месяца и 2-3 квартала от мая 2023 года я делал условный прогноз по увеличению вероятности очень сильного падения индустриального Доу Джонса и китайских индексов Шанхайской биржи и CHNA 50. Ссылка на этот ролик сейчас на экране и под этим роликом в его описании. Эти условия резкого увеличения вероятности падения индексов выполнены. Индустриальный Доу Джонс пробил вниз 32 925. А индексы Шанхайской биржи и CHNA 50 соответственно пробили вниз 3299 и 12750. Это резко повышает вероятность падения этих индексов. Критерий отмены этого сценария начала развития сильного падения индексов – это пробой вверх их максимумов 2023 года. Внимание, это условие отмены сценария падения или его приостановки. Поскольку индексы находятся в очень узкой зоне разделения сценариев, эти критерии отмены кризисного развития находятся очень близко. Китайские индексы выглядят более слабыми, чем американские. Ситуация выглядит так, как будто Штаты, играя с дефолтом и ставками, пытаются свалить китайские и другие фондовые рынки, одновременно удерживая свой. В этом смысле ситуация напоминает конец 90-х годов прошлого века, когда происходил мировой финансовый кризис, начавшийся как азиатский. Тогда именно провокативное поведение Запада инициировало отток капиталов с азиатских рынков, что и послужило механизмом запуска финансового кризиса конца 90-х. Не исключено, что Штаты и сейчас пытаются провокациями со своим госдолгом спихнуть азиатские рынки в кризис раньше себя. И таким образом, инициировав переток к себе капиталов, смягчить собственную негативную картину. Но возможен и иной причинно-следственный расклад. В предыдущем ролике я давал условный прогноз по возможному падению нефти и газа. У возможного падения нефти и газа, если он произойдет, могут быть иные последствия, нежели нанесение ущерба России и странам ОПЕК. Как известно, США и Канада и Австралия являются крупнейшими добытчиками углеводородов. Все трое не входят в ОПЕК+.
И в этом смысле, выражаясь словами Астров-Бендера, являются нарушителями конвенции. У всех троих, особенно у Штатов, очень серьезные проблемы с дефицитом бюджета и торгового баланса. А добыча и экспорт углеводородов в настоящих условиях играют громадное значение в балансировании этих дефицитов. Таким образом, у всех троих признаки бензоколонковкости. И поэтому, если вдруг приключится очень неожиданное и приличное падение углеводородов, то у всех троих резко усилятся проблемы с бюджетами и торговым дефицитом. Достаточно падения до 35-40 долларов, то есть до уровня себестоимости сланца. Это повлечет резкое падение доходов их бюджетов, рост дефицитов, новые займы, рост ставок и скачок инфляции, как следствие. Подвижность людей и повышение их способности к протестам они сами потренировали всякими ковидными катаклизмами, митумами, ЛГБТами и БЛМами. Поэтому на фоне ускоряющихся экономических проблем замайданить непривычного к трудностям внешнего западного обывателя может быстро, весело и дружно. Особенно если найдутся на это деньги справедливости, такие же лозунги и светлоликие вожаки с безукоризненно честными глазами. Снижение добычи при этом для обратного поднятия цен на углеводороды произойдет автоматически. Смотри первую половину 90-х в СССР, Ирак, Ливию и прочее. Опять же, если события разовьются по такому сценарию, то потенциал агрессивности в намереваемом англосаксами аукусе заметно уменьшится, что сильно убавит в будущем проблем всему остальному более дружелюбному миру, особенно Китаю. Небольшой штришок. Европа в таком сценарии тоже заинтересована. Так она остановит отток промышленности в Штаты, сбросит ярмо американского сланца, отремонтирует потоки и получит хотя бы возможность вернуться к энергетическим условиям 2-3-летней давности и приостановить свою деградацию. Этот возможный сценарий – это никакой не инсайт, это результат анализа фондовых индексов англосаксонского блока и структуры их госбюджетов. Все фондовые индексы зоны фунта, как и американские, впрочем, находятся в предобвальном состоянии и висят, прямо скажем, на соплях. Падение нефти может эти сценарии обвала англосаксонских индексов запустить через увеличение дефицитов бюджетов и торговых дефицитов. Сразу приходит на ум предупреждение Патрушева о том, что Россия, в отличие от предыдущих двух раз, больше не будет предотвращать распад США. А Патрушев, как и наш Верховный, просто так никогда и ничего не говорят. Если подобный сценарий разобьется, то в этом будет и некая историческая справедливость. Я имею в виду падение нефти в конце 80-х. И не кардинальное, но существенное негативное влияние этого падения на экономику СССР. Опять же, как и тогда, есть и возможная ядерная составляющая в этом гипотетическом сценарии. Но не по чернобыльскому типу, а несколько иначе. Если Россия, как контролер от 20 до 50% рынка урана США вдруг резко прекратит поставки в определенный момент, то взлет цен на электричество в США до небес и, соответственно, полив бензина в возможный штатовский Майдан гарантирован. Но все это нужно делать своевременно, с чувством, с толком и с расстановкой. Сначала для этого нужно сильно задрать ставки. И доллар вверх. Привет по этому поводу агенту ФСБ, то есть ФРС. В следующих двух роликах мы с вами продолжим рассматривать тему состава сберегательного портфеля или долгосрочного ядра корпоративного капитала, которую начали рассматривать в конце апреля в первой части ролика «Золото, доллар, рубль. Как сохранить стоимость, структура сбережений капитала» в апреле 2023 года. Ссылка на этот ролик сейчас на экране и под роликом в его описании. На этом разрешите пожелать вам проницательного спокойствия и попрощаться. До встречи в следующих роликах.